Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такого очень милого, красивого дракончика. Вяжется эта игрушка из плюшевой пряжи. Вот посмотрите, игрушка по размерам не маленькая. Вот показываю с обратной стороны. Такие красивые крылья, хвост. Покажу по сантиметрам. Вот игрушка 25 сантиметров. У этой игрушки мы вяжем ножки, ручки, хвостик. И когда вяжем туловище, все эти детали ввязываем. Далее вывязываем голову. Это одна цельная деталь. Пришивные у нас мордочка. Вот такие симпатичные, необычные ушки. Крылья. Вывязываем уже по готовой игрушке вот такие шипы. И пришиваем вот такие рожки. По расходу пряжи на эту игрушку основного цвета вам понадобится меньше, чем один моток. Ну, один моток, из него еще останется пряжи. Также немножко вот белой пряжи и желтенькой пряжи. Вязать игрушку несложно. Вот такой очень красивый дракончик. Приступим к вязанию вот такой игрушки. Еще раз покажу. Да, и еще забыла сказать, что игрушка самостоятельно может стоять. Вот, опирается на свой хвост и стоит самостоятельно. Вот сейчас вам здесь так покажу. Вот. Так что такой красивый дракончик. Для дракончика я буду использовать 3 цвета плюшевой пряжи Гималая Dolphin Baby в 100 граммах 120 метров. И крючком буду вязать 4 миллиметра. И начинаем вязать ножки. Берем желтую пряжу, делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В первом ряду у нас получилось 6 столбиков. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 1, 2. Вот у нас первая прибавка. Итак, вяжем до конца ряда. И в конце ряда у нас получится 12 столбиков. Это третья прибавка. Четвертая. Пятая прибавка. И шестая прибавка. 12 столбиков. В третьем ряду провязываем 1 столбик, в следующий прибавку. Итак, будем вязать до конца ряда. 1 столбик, прибавка. Всего таких 6 повторений. И в конце третьего ряда 18 столбиков. Четвертый ряд. Желтую нить отрезаем и переходим на зеленый цвет. Присоединяем эту пряжу зеленую. И там, где сделали вот переход цвета,
эти 2 ниточки завязываем на 2 узелка. И продолжаем вязать. Один столбик провязали, теперь 2 и прибавка. И так вяжем до конца ряда. Один столбик, второй столбик и прибавка. Всего таких 6 повторений, 2 столбика, прибавка, в конце 4 ряда 24 столбика. 5 и 6 ряды провязали тоже по 24 столбика. Теперь вяжем 7 ряд. В 7 ряду провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И после 6 столбиков 6 убавок подряд. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Ниточки эти все прячем вовнутрь и довязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В конце 7 ряда 18 столбиков. Вяжем 8 ряд, 3 столбика, 1, 2, 3. После 3 столбика 6 убавок подряд. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И до конца ряда довязываем 3 столбика. 1, 2, 3. В конце 8 ряда 12 столбиков. По 12 столбиков провязываем 9, 10, 11 и 12 ряды. Теперь переходим на 13 ряд. И да, перед тем, вот как вывязывать все эти 4 ряда, наполняем ножку. Наполняем только вот нижнюю часть. Далее вся остальная вот ножка остается пустой. И теперь можем переходить на 13 ряд. Здесь вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. После 4 столбика убавка. И еще провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. После 4 столбика убавка. Теперь вот складываем ножку вот так пополам и провязываем 5 столбиков вот за 2 стороны. Так. Вот 1 столбик, 2, 3, 4 и 5.
Ниточку отрезаем коротенькую, так как ножки будем ввязывать. Вот получилась такая ножка. Теперь будем вышивать ногтики, коготочки. Вот я отметила булавками, где будут располагаться коготочки. Это вот начиная от желтой пряжи и 2 ряда вверх, 1, 2. И между ногтиками вот по 3 столбика. Я взяла белую пряжу, прокалываю так иголкой, оставляю хвостик и делаю в одном месте 3 стежка. 1, 2 и 3. Теперь перехожу вот на второй коготок. Здесь тоже так делаю 3 стежка. 1, 2, 3 и на третий. 1, 2 и третий стежок, и возвращаемся вот в исходную точку. Эти 2 хвостика между собой связываем и прячем вовнутрь изделия. И вот получились такие ножки. Теперь свяжем ручки. Берем основной цвет, делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по прибавке. Точно так же, вот как мы вязали в ножках. Довязываем так до конца ряда. В конце ряда будет 12 столбиков. Третий и четвертый ряды вяжем по 12 столбиков. И переходим на пятый ряд. В пятом ряду провязываем 1 столбик. В следующем убавка. И так будем вязать до конца ряда. 1 столбик. Убавка. Можно взять наполнитель. Наполняем наполнителем, так как тоже будем наполнять только нижнюю вот часть. И довязываем еще 2 раза. 1 столбик убавка, 1 столбик убавка. В конце пятого ряда будет 8 столбиков. 6, 7, 8 и 9 ряды вяжем по 8 столбиков. И теперь складываем пополам и провязываем 4 столбика. 1, 2,
3 и 4. Ниточку отрезаем коротенькую, так как будем ручку ввязывать. Вот получилась такая ручка. И теперь вот на ручках будем вышивать такие белые когтики. Я булавками уже отметила там, где буду их вышивать. Это вот от центра 1, вот второй ряд, вот над вторым вышиваем 3 и 4 столбики. И между этими коготочками будет по 2 столбика. Вышиваем точно так же, вот как вышивали на ножках. Хвостик оставили, только на ручках делаем 2 стежка, а не 3. 1, 2. Переходим на второй. Один, 2. И переходим на третий. Один, 2. Ниточку возвращаем там, где мы оставили хвостик. Теперь эти 2 хвостика связываем и прячем нити вовнутрь изделия. Начнем вязать хвост. Берем желтую пряжу, делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В первом ряду 4 столбика. Переходим на второй ряд. Во втором ряду провязываем 1 столбик. Одеваем маркер. Следующий прибавка. Снова 1 столбик. Следующий прибавка. И в конце этого ряда будет 6 столбиков. Теперь вот так выворачиваем вязание. Следующий третий ряд провязываем 6 столбиков. Два, 3, 4, 5 и 6. Этот хвостик спрячем вовнутрь. И переходим на 4 ряд. В 4 ряду делаем 3 убавки. 1 убавка. 2 убавка. И 3. В конце 4 ряда получилось 4 столбика. Теперь желтую пряжу отрезаем и будем переходить на основной цвет. Переходим на 5 ряд. Присоединили зеленую пряжу.
Так, немножко неудобно. Вот так. 1 столбик. И сюда же провязываем 2 столбик. Эти 2 хвостика потом свяжем. И так в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по прибавке. 2 прибавка. И 3 прибавка. И в конце 5-го ряда получилось 6 столбиков. Показываю эти 2 хвостика, связываем. Переходим на 6-й ряд. В 6-м ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по 1 столбику. Так, довязываем до конца ряда, и в конце 6-го ряда будет 6 столбиков. Вяжем 7-й ряд. Здесь провязываем 1 столбик, 2, прибавка. И так повторяем 2-й раз. 1 столбик, 2 столбик и прибавка. В конце 7-го ряда будет 8 столбиков. Теперь переходим на 8-й ряд. В 8-м ряду без изменения вяжем 8 столбиков. Довязываем их так до маркера. 9-й ряд. 3 столбика. 1, 2, 3, прибавка. 2-й раз повторяем 1 столбик, 2, 3 и прибавка. В конце 9-го ряда 10 столбиков. 10-й ряд провязываем 10 столбиков. Вяжем их самостоятельно. 11-й ряд. 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и прибавка. Повторяем 2-й раз. 1 столбик, 2, 3, 4, прибавка. В конце 11-го ряда 12 столбиков. 12-й ряд вяжем 12 столбиков. 13-й ряд. 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. И так повторяем 2-й раз. 1, 2, 3, 4, 5 и прибавка. 14-й ряд. 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, прибавка. И еще раз повторяем.
1, 2, 3, 4, 5, 6 и прибавка. И вяжем последний 15 ряд. Здесь провязываем 16 столбиков без изменения, так как было в предыдущем ряду. Нить отрезаем, и получился вот такой хвостик. Начинаем вязать туловище. Берем пряжу основного цвета, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В первом ряду получилось 6 столбиков. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Во втором ряду получилось 12 столбиков. Вяжем третий ряд. В третьем ряду провязываем 1 столбик, следующий прибавка. И так вяжем до конца ряда. 1 столбик, следующий прибавка. Всего таких 6 повторений. В конце третьего ряда 18 столбиков. Четвертый ряд 2 столбика, 1, 2 и после двух столбиков прибавка. Снова так вяжем до конца ряда. 1 столбик, 2 и прибавка. Всего таких 6 повторений. В конце четвертого ряда 24 столбика. Пятый ряд 3 столбика, 1, 2, 3, после третьего столбика прибавка. Так вяжем до конца ряда. 3 столбика прибавка. В конце пятого ряда 30 столбиков. Шестой ряд 4 столбика, 1, 2, 3, 4. После четвертого столбика прибавка. Снова таких 6 повторений. В конце шестого ряда 36 столбиков. Теперь вяжем седьмой ряд. Здесь будем ввязывать ножки и хвостик. Провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь берем одну ножку и провязываем 5 столбиков вместе с ножкой. 1, 2, 3, 4 и 5.
Теперь вяжем 13 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Берем вторую ножку и вяжем 5 столбиков вместе с ножкой. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь вяжем 2 столбика. 1, 2. Теперь берем хвостик. И вот за одну часть хвостика провязываем 1 столбик. Вот так провязываем. Верхние вот столбики не вяжем, провязываем за нижние. 2, 3, 4, 5. Переходим на 8 ряд. Снимаем маркер. Один столбик. Одеваем маркер. Второй столбик. И третий столбик. Всего мы вязали 8 столбиков из хвостика. Далее провяжем 28 столбиков. И вот довязали до хвостика, так по кругу. И здесь теперь за верхнюю часть столбиков провязываем вот 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Это вот у нас закончился ряд. Здесь маркер снимаю. И переходим на следующий ряд. Это 9. Вяжем 1 столбик. 2, 3. И теперь переходим вот на туловище. Вот перешли на туловище и довязываем этот ряд из 36 столбиков до маркера. Вяжем 10 ряд, 4 столбика. 1, 2, 3, 4.
И после 4-го столбика убавка. Так вяжем до конца ряда. Всего таких 6 повторений, 4 столбика убавка. В конце 10-го ряда 30 столбиков. Вяжем 11 ряд. В 11 ряду провязываем 30 столбиков. Вяжем их так до маркера. Будем вязать 12 ряд. Я маркерами отметила, где будет располагаться животик. Здесь нам нужно сделать 6 убавлений подряд. И вот будете смотреть так, чтобы эти убавления попали вот именно там, где животик. И начинаем вязать. 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И дошли до маркера, где начинается убавление. 1, 2 убавка, 3 убавка, 4, 5. Снимаем маркер. И 6. И теперь вяжем снова по одному столбику. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В конце 12 ряда получилось 24 столбика. Вяжем 13 ряд. В 13 ряду тоже провязываем 24 столбика. Вяжем их до маркера. Вяжем 14 ряд, 2 столбика, 1, 2. И после 2 столбиков убавка. И так вяжем до конца ряда, 2 столбика убавка. В конце 14 ряда будет 18 столбиков. Наполняем игрушку наполнителем и вяжем 15 ряд. В 15 ряду вяжем 18 столбиков без изменения. Вяжем 16 ряд. В 16 ряду будем вязывать ручки. Провязываем 1 столбик, 2, 3. Теперь вот я отметила маркером, где будут располагаться ручки. Берем первую ручку и провязываем 4 столбика вместе с ручкой. 1, 2, 3. Снимаем маркер. И 4. Далее вяжем по одному столбику. 1, 2, 3, 4, 5.
Снимаю маркер, беру вторую ручку и провязываем 4 столбика вместе с ручкой. 1, 2, 3 и 4. И довязываем 1 столбик и 2. Всего в 16 ряду 18 столбиков. Все ниточки прячем вовнутрь. Вот как выглядит и сейчас дракончик уже связанными вот ручками и ножками. Вяжем 17 ряд, провязываем 1 столбик, в следующем убавка. Так вяжем до конца ряда. Всего таких 6 повторений. 1 столбик убавка. В конце 17 ряда 12 столбиков. И вяжем 18 ряд. В 18 ряду вывязываем голову. И провязываем 12 прибавок. И вот так вяжем до конца ряда. После 12 прибавок получится 24 столбика. Вяжем 19 ряд, 3 столбика, 1, 2, 3 и после 3 столбиков прибавка. Снова таких повторений 6. В конце 19 ряда 30 столбиков. Переходим на 20 ряд, вяжем 4 столбика, 1, 2, 3, 4 и после 4 столбиков прибавка. Снова так вяжем до конца ряда. В конце 20 ряда 36 столбиков. По 36 столбиков вяжем с 21 по 26 ряд. 21, 22, 23, 24, 25 и 26. Переходим на 27 ряд. Здесь провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и после 4 столбика убавка. Всего таких 6 повторений и в конце 27 ряда 30 столбиков. 28 ряд тоже вяжем по 30 столбиков. Довязываем так до маркера. И вот я вставила глазки на безопасном креплении. Глазки 14 миллиметров. Они располагаются между 24 и 25 рядами и между глазками 6 столбиков. И продолжаем вязать 29 ряд. В 29 ряду провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. После 3 столбика убавка. Всего таких 6 повторений. В конце 29 ряда 24 столбика. 30 ряд. 2 столбика. 1, 2. И после 2 столбиков убавка. Всего таких 6 повторений. В конце 30 ряда 18 столбиков. Наполняем голову наполнителем и вяжем 31 ряд. Здесь провязываем 1 столбик и убавка.
Всего таких 6 повторений. В конце ряда 12 столбиков. И последний 32 ряд. Здесь вяжем 6 убавлений. Так, на камеру неудобно так показывать, вязать. И вот так провязываем 6 убавок по кругу. И вот вверху на голове осталась небольшая такая дырочка, отверстие. Берем иголку и за каждую переднюю стенку каждого столбика вот так проходим. Шесть столбиков, потому так делаем 6 раз. И теперь затягиваем ниточку, прокалываем в центр и выводим где-то вот сзади, сбоку. И все, вот никакого отверстия нет. И вот получилась такая основа для дракончика. Свяжем мордочку, и для этого берем белую пряжу. Набираем цепочку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем прибавку, оденем маркер, теперь один столбик, в последнюю воздушную петлю ввязываем 4 столбика, 1, 2, 3, 4. Вяжем по обратной стороне, и можно вязать вот этот хвостик. Один столбик, и в последнюю вот воздушную петлю провязываем прибавку. Всего получилось 10 столбиков. Это первый ряд. Вяжем второй ряд. 2 прибавки подряд. Одеваем маркер. Один столбик, и сюда же провязываем второй столбик. Одна прибавка. В следующий столбик вторая прибавка. Теперь один столбик. Далее 4 прибавки подряд. Первая прибавка, вторая прибавка, один столбик и второй столбик. Теперь третья прибавка, и четвертая прибавка. Теперь один столбик и 2 прибавки подряд. Первая прибавка и вторая. Во втором ряду получается 18 столбиков. И по 18 столбиков провязываем 3 и 4 ряды и оставляем нить для пришивания. И получилась вот такая мордочка. Теперь свяжем нижнюю губу. Для этого набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В третью воздушную петлю от крючка провязываем полустолбик с накидом, и вот этот хвостик можно ввязывать. 1, 2, 3,
4. Все 4 столбика провязываем как полустолбики с накидом. Одна воздушная петля, разворачиваем вязание и вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. И отрезаем так, чтобы была нить для пришивания. Этот хвостик тоже потом отрежем. И вот я приколола мордочку, приколола вот близко здесь к глазкам. И внизу, вот чтобы вы увидели, вот будет вот такой дугой пришиваться. Это для того, чтобы потом мы сюда могли пришить губу. И я показываю, как буду пришивать. Вот за основную деталь ниточку подтягиваю и за столбики на мордочке. Снова основная деталь и столбики на мордочке. Основная деталь и столбики на мордочке. И вот так пришиваем возле глазок. Когда останется уже небольшое отверстие, наполняем наполнителем и внизу вот пришиваем такой дугой. И вот так выглядит мордочка, вот когда мы ее пришили. Вот снизу такая дуга. Теперь берем губу нижнюю, берем булавки, тоже вот прикалываем ее так вот, чтобы она была дугой. В одну сторону прикололи и в другую. Берем иголку и будем пришивать вот по бокам и дугой вот к основному телу игрушки. Вот делаем стежок на мордочке. Так, фиксируем. Вот, теперь можно перейти вот в нижнюю часть и пришить там, где вот к голове, так, чтобы она лягла дугой, эта губа. В нескольких местах. Так, будем прихватывать. Так. Снова вот за губу, вот за столбики, за основную деталь игрушки. Так. И теперь будем переходить и пришивать вот на мордочке.
Теперь вот загубу. Вот сбоку и еще за один столбик. Так вот, загубу прокололи. Вот. И теперь выводим иголку сбоку. Я ниточку не отрезала, ту, которая вот пришивала мордочкой. И сейчас эти две ниточки свяжу на узелок. И вот получается такая вот губа. И вот у дракончика зеленой пряжей я вышила вот такие ноздри. И теперь этой же пряжей вышьем вот такие веки над глазками. Прокалываем иголкой с этой вот стороны. Потом переходим на второй глазик. И здесь делаем также вот аналогично. Выводим иголку вот возле хвостика нитки, что мы оставили, там где носик вышивали, завязываем на 2 узелка и прячем нитки вовнутрь изделия. И вот так динозаврик выглядит уже с вышитыми веками и ноздрями. Свяжем ушки. Берем основной цвет, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Переходим на второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по прибавке. 1, 2, первая прибавка, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 столбиков и всего 6 прибавок. Вяжем третий ряд. В третьем ряду вяжем 1 столбик, второй, третий. После третьего столбика прибавка. И из последнего столбика вывязываем пику из 3 воздушных петель. Теперь 1 столбик, еще 1 столбик. Из этого столбика вывязываем пику из 3 воздушных петель. Один столбик, далее 1 столбик, вывязываем пику из 3 воздушных петель и сюда же провязываем второй столбик. Это у нас была прибавка. Теперь 3 столбика, 1, 2, 3 и в последний столбик прибавка. Это мы связали третий ряд. В третьем ряду получилось 15 столбиков. Отрезаем нить подлиннее, так как будем этой нитью пришивать. И этот хвостик отрезаем. И вот получилось вот такое ушко. Вяжем крылья.
Я взяла белую пряжу. Набираем цепочку из 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Теперь во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик без накида. И так вяжем в каждую воздушную петлю по одному столбику без накида. Довязываем их до конца цепочки. Всего их будет 14 столбиков без накида. И когда будете довязывать до конца, то этот хвостик тоже можно вязать. Вот что получилось. Крылья будем вязать поворотными рядами, потому делаем одну воздушную петлю для подъема, разворачиваем вязание и вяжем только вот за заднюю стенку. В первый же столбик, ничего не пропуская, провязываем столбик без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Во втором ряду 12 столбиков. Одна воздушная петля, разворачиваем вязание и вяжем за заднюю стенку. Не пропускаем никакого столбика. Сразу же в первый провязываем столбик без накида. И все столбики за заднюю стенку. Вяжем их так до конца ряда. Всего их будет 12 штук. Довязали до конца ряда. Одна воздушная петля. Разворачиваем вязание и вяжем четвертый ряд. За заднюю стенку вяжем столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Два столбика не довязываем. Теперь воздушная петля, разворачиваем вязание. В первый же столбик провязываем столбик без накида. И так довязываем до конца 10 столбиков без накида. Довязали до конца ряда. Одна воздушная петля, развернули вязание и за заднюю стенку вяжем столбики без накида. 1, 2, это у нас шестой ряд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В конце шестого ряда 8 столбиков. Воздушная петля, разворачиваем вязание. В первый же столбик провязываем столбик без накида за заднюю стенку. И так довязываем до конца края. Всего их будет 8. И вот связали, такое вот получилось крылышко. Теперь вот с этой стороны, с которой будем пришивать крыло, нужно его уменьшить и сделать более красивой формы. Для этого продеваем крючок вот так через столбики.
Я не считаю, сколько получается, это произвольно. Вот, собрали вот так на крючке. Теперь захватываем рабочую нить и через все эти вот петельки проходим так вот крючком. Так. Вот. И провязываем вот так столбик. Вот какое получилось крыло. Теперь эту ниточку можно отрезать подлиннее. Закрепляем нить, а хвостик оставляем для того, чтобы можно было пришить вот это крыло. И вот теперь будем вязать гребешки, шипы. Я вот поставила булавку, где буду начинать вязать. Это отсчитывая от мордочки 1, 2, 3. Вот после 4-го ряда можно начинать вязать сразу вот и от мордочки. И будет располагаться он по центру всей игрушки. Убираю булавку. Беру желтую пряжу. Соединительный столбик присоединила. В следующий провязываю, в следующем ряду вот за столбики провязываю столбик без накида. В следующий ряду вяжу соединительный столбик. И теперь сделали накид. Вот в следующем сделали накид. Так. Провязываем полустолбик с накидом, воздушная петля. Из этого столбика вывязываем столбик с накидом, воздушная петля, и из этого столбика вывязываем полустолбик с накидом. Теперь из следующего вот столбика провязываем соединительный столбик. Далее столбик без накида. Снова повторяем соединительный столбик. Теперь сделали накид. И из следующего ряда вывязываем полустолбик с накидом, воздушная петля. Сюда же провязываем столбик с накидом, воздушная петля, полустолбик с накидом. Теперь вот в следующий столбик по игрушке провязываем соединительную петлю. Далее столбик без накида. Снова соединительная петля. И далее вывязываем вот такой гребешок. И так довязываем вот до кончика хвостика. И вот так выглядят гребешки шипы после того, как мы их связали. Также вот я связала вот такие рожки. Они вяжутся очень легко. Набираем первый ряд 6 столбиков без накида и второй ряд 6 столбиков без накида.
И оставляем хвостики для пришивания. Теперь приступим к оформлению и пришиванию других деталей. И вот приколола рожки, я их ничем не наполняла. И вот будем пришивать рожки за основную деталь. И теперь за столбики вот на рожках. Ниточку подтягиваем. Снова за основную деталь. И за столбики на рожках. И так пришиваем вот по кругу одну деталь, потом берем и пришиваем вторую деталь. И вот я уже пришила одно ушко. Сейчас покажу, как его пришивать. Вот взяли ушко. Отступать будем один столбик от рожек. Так, и пришивать на 2 ряда. Вот. Так, подтягиваем. Так, я вот так разверну немножко. Вот теперь захватываем вот за столбики на ушке. Ниточку подтянули. Еще делаем один стежок. Вот так. И немного вот прихватываем с другой стороны вот столбик. Вот так. Как вы видите, если оставлять ушко только так, то будет сильно болтаться. Можно еще прихватить один столбик. Вот так. Выводим иглу на заднюю часть ушка. Вот видите, болтается и так вот сильно слаживается. И вот здесь вот я немного отступила вот один столбик от пришивания ушка и вот захватываю вот за столбики иголкой вот где-то вот посерединке. Вот видите, вот в первом вот ряду. И сделаю вот так вот несколько стежков. И вот видите, уже ушко не складывается вот так, не заворачивается. И еще один стежок. Вот, получается, мы так пришили ушко. Теперь делаем узелок и прячем эту ниточку. И вот теперь пришьем крылья. Вот я приколола иголкой. Так. Буду пришивать их близко к этим вот шипам. И тоже за основную деталь сразу вот так ниточку. Теперь за столбики на крыльях снова основная деталь. Столбики на крыльях. Основная деталь. Поднимаемся вот вверх.
И чтобы крылышко вот так не болталось, вот пришьем еще вот здесь сверху, сделаем несколько стежков. Так, снова за крылышко, за основную деталь. Снова вот один стежок так вот сделаем за крылышко. И за основную деталь, делаем узелок и прячем ниточку. И пришиваем также вот второе крыло. И вот так дракончик смотрится уже с пришитыми крыльями. Игрушка готова. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!